Good afternoon. Thank you very much for coming. I prepared for a group of anything between 5 and 30 people. I didn't prepare for 4 people. Добрый вечер, коллеги. Рад вас приветствовать. Большое спасибо, что вы пришли. Перевод у нас будет последовательный, поскольку мы с вами собрались очень камерным составом. Я, откровенно говоря, готовился, что придет где-то от 5 до, может быть, 30 человек. So I'm very pleased to see you all. Thank you for coming to this session. We have changed the arrangements a little because we don't need to have all of the arrangements for translation. So we're going for consecutive translation here. You won't need the headsets. Мы очень вам признательны за то, что вы пришли уже под конец дня. И мы решили, что работать будем с последовательным переводом, когда переводчик не сидит в кабине. Okay, so my name is Stephen Rayner. This is my 3rd visit to Shanika. Итак, зовут меня Стивен Райнер, и здесь, в Шанике, я уже в 3-й раз. And I was invited to contribute to 4 sessions at the conference, of which this is one. Меня в этот раз пригласили выступить на 4 разных заседаниях, вот в частности на этом. And my interest in the area of reform is in the effects of educational reform on practitioners, specifically in schools in England. Меня интересует реформа образования в целом, и в частности, как эти реформы влияют на тех, кто работает в образовании в наших английских школах. What I have planned for today is a session in 3 sections. Сегодняшнее выступление я решила разделить на 3 части. In the first section, I'm going to go through and explain a piece of research in which I was involved. Первая часть будет посвящена исследованию, в котором я участвовала. This was a small study involving 3 school principals, head teachers in England. Исследование было небольшим, участвовали в нем всего 3 директоров школ. So I'm going to talk about that study and what it showed about how those professionals in schools responded to policy change. Посвящено это исследование было тому, как вот эти школьные работники реагируют на политику в области образования. Now my title there does include those 2 important phrases. You will see the changing policy context. Прошу вас обратить внимание на заголовок моего выступления. Одно главное понятие – это меняющийся контекст в образовании. But this is also a focus on values, on the professional values of those school principals. И второе, не менее важное понятие – это профессиональные ценности, или лучше сказать, принципы сотрудников школ. I did just want to mention briefly the previous session. I know you weren't in that session, from Mikhailo Milovinovich. Здесь только что закончил выступать другой лектор, Михаил Милованович, и, по-моему, на его выступлении вы не присутствовали. And the reason I refer to that session is that it was about integrity and what my colleague referred to as corruption in educational decisions. Я вспомнил про него, потому что его выступление было посвящено таким понятиям, как честность и принципиальность в работе, и как коррупция. Now, what I would argue here is that the idea of integrity in educational leadership is a complex matter. Тезис, который я попытаюсь раскрыть сегодня, состоит в следующем. Принципиальность применительно к образованию – это явление многогранное. And so I'm focusing on some difficult decisions that head teachers have to make in their everyday work in school. Проиллюстрирую я это рядом непростых нравственно решений, которые директорам школ приходится принимать в повседневной жизни.
The research instrument that I used for part of this research was a series of statements about educational values. Каким инструментарием я пользовался, проводя это небольшое исследование? Это был ряд утверждений об образовании. And I asked my participants to respond to those statements. Я prосил, чтобы респонденты, участники опроса, отвечали на эти утверждения. So, because this was a workshop, I have included that activity as part of the workshop today. И для того, чтобы вы лучше прочувствовали эту тему, я и сегодня хочу провести для нас с вами такое же упражнение. So, I have copies of those statements. They are in English, but we have help. Я привез с собой тот же самый список утверждений. Он, к сожалению, по-английски, но нам помогут. So, I hope you will spend some time with me looking at those and responding to them as individuals involved in education. Смею надеяться, что вы уделите этим утверждениям немного времени и постараетесь на них отреагировать с точки зрения живых людей, которые работают в сфере образования. So I can assure you that you won't have to spend 90 minutes while I stand here lecturing you. Надеюсь, что я вас немного утешила, что вам не придется молча внимать все 1,5 часа, пока я буду читать лекцию. But maybe 30 minutes. Думаю, что она не займет и получаса. So this is a small-scale case study conducted in England. Итак, о моем небольшом исследовании. Я повторяю, оно очень камерное, проводилось в Англии. And I was the researcher. Исследователь, ваш покорный слуга. And I am making the case for the value of case study research here. Что я пытался доказать? Что этот метод исследования для исследования данного вопроса хорошо применим. So, I don't think any of you here were in the previous session where Michael had 800 participants. В своем выступлении вот тот самый Михаил Милованович рассказывал о куда более крупномасштабном исследовании. В нем участвовало порядка 800 человек. You are going to get to know 3 participants. Вас я познакомлю со своими 3 респондентами. I'm going to go forward now and introduce my 3 head teachers. Давайте сразу перейдем к этому представлению. So these are the 3 head teachers who took part in this research. Итак, вот те 3 директора школ, которые участвовали в вопросе. And you can see that I've introduced them there, and I gave them the names Heather, Martin and Afsar. Здесь я привожу только их имена, не факт, что настоящие. Их 3: Хезер, Мартин и Афзаль. The area of England where I conducted this study is quite a disadvantaged, quite a poor area of the country. Все 3 работают в довольно-таки неблагополучном экономически регионе Англии. And it is an area where the population is diverse, ethnically diverse. Этот регион населяют представители всевозможных национальных меньшинств. The first 2 schools are mainly white British communities. Первые 2 директора возглавляют 2 школы, где в основном учатся белые дети из британских семей. The third school is very different. А вот 3-я школа совсем другая. In this school, 40% of pupils come from Indian Sikh communities. Там на 40% каждый класс
укомплектован детьми из Индии, сикхами. 40% come from families that originated in Pakistan. Еще 40% это выходцы из Пакистана, They are of Muslim background. из мусульманских семей. About 10% come from Europe, outside the UK. Еще 10% примерно это выходцы из Европы, но не из Великобритании. And about 10% are white British pupils. И оставшиеся примерно 10% это белые дети, дети британцев. So you can begin to think about the challenges that face the head teacher of that school. Я полагаю, что сложности, с которыми сталкивается последний директор, разъяснять не нужно. Now, the head teacher of that school, Afzal, is from the Muslim community. Сам директор, Афзаль, тоже выходец из мусульманской среды. You will understand, therefore, why I've spent a little longer introducing Afzal. Я полагаю, вы понимаете, почему представлению этого директора я уделил больше времени. And we shall see more about the challenges that face Afzal later. И чуть позже мы снова к нему вернемся, поговорим опять о проблемах, с которыми сталкивается он. So, going back to my research project, Пока вернемся к моему исследованию. how do school principals respond to policy? Итак, какую же реакцию вызывает у директоров школ политика в области образования? Where education policy requires them to do things with which they may not agree. В особенности, когда перед ними ставят требования, с которыми они не согласны. This was quite a long project. I'm just reporting on one short stage in it. Надо говорить, проект мой был довольно долговременным, а сегодня я расскажу только об одном его коротком этапе. So, what are the tensions between policy and values? О том, в чем же состоят противоречия между навязанной политикой и личными профессиональными ценностями. They entered the profession as teachers, Все эти люди начинали как рядовые учителя, but they are now school leaders, managing teachers. постепенно стали руководителями, лидерами, управленцами. So has their position changed? То есть, понятно, их положение в школе изменилось. Have their values changed even? А вот изменились ли в этой среде их профессиональные взгляды? So I devised a series of statements, 35 statements. Чтобы это выяснить, я и составил вот те утверждения, их всего 35. I will explain later why it was 35. Почему именно столько, объясню позже. I'm going to give you the full list. Вы познакомитесь с полным перечнем. But these are some examples. Здесь я привожу лишь некоторые примеры. We'll translate this. Okay. Я попрошу их перевести. Итак, пример таких утверждений. Законодатели всерьез прислушиваются к голосу учителей. Я принимаю свои профессиональные решения независимо. В образовании действуют факторы рынка. И это хорошо и лучше и для учащихся, и для сотрудников. Я ощущаю себя больше управленцем, чем человеком, который влияет на обучение. Я принимал решения в интересах учащихся, хотя это могло навредить мне профессионально. Быть директором
Работа более благодарная, чем быть учителем. Thank you. Now, this is what I asked my head teacher participants to respond to, and I would encourage you also to respond to those statements. Я просила каждого из участников как-то отреагировать на эти фразы, и то же самое хочу попросить сделать и вас. If you don't mind, I would like to ask you in what capacity you would be responding to those Но statements. сперва разрешите мне полюбопытствовать, в каком качестве вы будете на эти утверждения отвечать, как кто? I would not have asked this if there had been 30 people. It would take too long. Я бы, конечно, не стала так тянуть время, если бы нас было человек 35. But it was 4, it's 5 now. With 5 people, I can do that. So, what is your role in education, please? Но поскольку нас с вами теперь стало 5, нас достаточно немного, давайте быстро пробежимся. Кто есть кто, кем вы работаете? Если можно. Давайте по-русски. Oh, we have 7 people. Стой высока, стой Не берите высока. на переводы. Yeah. Поближе садитесь здесь. Ну давайте я начну. Do you want me to start or Елена? Давайте, я как менеджер образовательной программы получаю. Да. Okay. So, Менеджер программы. we're asking. Я поясню для вновь присоединившихся. Я сейчас задам вопрос, кто есть кто, просто кем вы работаете в сфере образования. Okay. Okay. That's fine. Yeah, okay. Do you want to go next? Да, прошу. Я программный директор некоммерческой организации. Я занимаюсь вопросами противодействия буллингу. And my immediate job is counteracting bullying. Right. Okay. Yes. I know many colleagues in England who have that job. Yes. У меня очень многие добрые знакомые, коллеги в Англии этим занимаются. Очень интересно. So, to give an example, when you're looking at the statements, head teacher would be the wrong term, but you have a management role and you have a responsibility for children and young people. Yeah. Реагировать сейчас в порядке упражнения на утверждение на экране, совсем не обязательно быть директором школы. У вас есть свой опыт руководства, так что замечательно, что вы в этом зале. Because I would argue that anyone can respond to that sort of statement. Я считаю, что какую-то реакцию на эти утверждения может произвести каждый. But not always as a school principal, it may vary. Единственное, конечно, не всегда с точки зрения именно директора школы. Да, я хотела дать вам возможность подготовиться. Кто мы? Чем занимаетесь? Она журналист. Издание как раз для директоров школы, а многие называются директор школы. Edition caters the needs of school head teachers. Excellent. Спасибо. Я, к сожалению, тоже журналист. Портал Activity еду. Well, much as I regret to say, I'm also a journalist, sir. For Right. information for other schools. Okay, I'm more nervous about journalists than other head teachers. Ну что ж, замечательно, что у нас здесь не только педагоги, не только директора. Нет, так что вам не за что извиняться, прекрасно, что вы присоединились. Добро пожаловать. Образовательный портал. It's an educational Education. Of course, so yeah. it's relevant. Of course. Ну, конечно, Я конечно. советник директора Московский центр развития кадрового потенциала. I work for the Moscow-based HR development Right. agency in Moscow. Okay. Thank you. Я директор школы. And I am a head teacher. Okay. Похоже на зал. Similar to Avzel on your list. Similar sort of community. У вас аналогичное 25% место. финансового. Yes, 25% of my kids are non-native
Russian speakers. Right. Он- And where would they be from? If they're- откуда вы, если не секрет? Санкт-Петербург. From St. Petersburg, Russia. Right, okay. Yeah. Я заместитель директора школы. Deputy director of school Демонологический автономный округ. from the Yamal. И дети у нас 100% разрешение немцы, ханты, 100% of my kids are from ethnic minorities up in the Russian north. Yes, yes. Yes. And I've met colleagues from that region as well, so I understand something about the region, although I haven't visited there. Я тоже знала Мастер-класс школы номер 6, директор по учебно-методическому образованию. Thank you for the introductions, and I continue to believe that anyone can respond to anyone with values and beliefs about education will respond differently, but can respond. Remember that my response suggestions, which I shall show you, sorry I'm forgetting the back consecutive translation, you've got a good memory. Right. Strongly agree, neutral, disagree, strongly disagree with those. Большое спасибо вам за ответы. И действительно, здесь ценности и заинтересованность могут быть разные, но в любом случае ответ это да. Теперь обратите, пожалуйста, внимание еще раз на то, что ответы могут быть очень разными, в том, что согласен, не согласен, согласен абсолютно полностью, но тем не менее какой-то ответ здесь будет. In my research, I used a device called a Q sort. В моих исследованиях я использовал вот такой прием. Называется он U-сорт или U-сортировка. And this device requires, as you see from the pattern there, 35 statements. Как видите, для того, чтобы этим приемом, инструментом воспользоваться, вам нужно иметь 35 утверждений. Very often, participants do not like this sort very much. Очень часто участникам такая парадигма, такой кубик не нравится. And the reason is this. И вот почему. If you have statements that you can randomly agree with or not, that is easy. Если у вас попадается утверждение, с которым вы можете наобум согласиться или не согласиться, то все просто. In a Q sort, the result is fixed. В этом инструменте U-сорт результат у вас фиксированный. You are only allowed to choose 2 statements that you most strongly agree with. Вам здесь разрешается выбрать только 2 утверждения, с которыми вы в наибольшей степени сильно согласны. You are only allowed to choose 2 statements that you strongly disagree with. Вы можете выбрать только 2 утверждения, с которыми вы категорически не согласны. You must place the 35 statements on the grid in those boxes. На этой диаграмме, в эти кубики, все 35 утверждений вы должны куда-то поселить. I'm not going to make you do this now, Сейчас я не буду вас заставлять этот сорт заполнить. but that's what I did with my participants. Ну, а с моими участниками я это проделала. Gave them a large sheet, gave them 35 cards, У вас большой лист, разворот, 35 карточек. and being head teachers, they were very cooperative. И действительно крупные директора, они обычно очень помогали и соучаствовали. But in terms of my role as a researcher, I was interested in how they placed the cards, Но мне, как исследователю, было очень интересно посмотреть, как они свои карточки будут размещать по сортам. but more valuable for my research data was what they said to me as they went through the exercise. Но еще более для моих данных, которые я собирала,
было то, что они говорили, пока собирали эти карточки. Because of course they complained. Потому что, естественно, они жаловались. How can I choose only two to agree with strongly? Например, ну как здесь выбрать только два утверждения, с которыми я полностью согласен? But in the end, I got responses from them. Но в итоге ото всех я получил ответы. And I also gained data from their conversations with me. А еще я получил данные, которые собрал из их разговоров со мной. I have tried to explain what is on my two previous slides. Я постарался объяснить, что было на моих двух предыдущих слайдах. So 35 statements, there are 6 of them. 35 утверждений, здесь 6 из них. And that describes what I did. I placed the statements on the cards. А здесь описание того, что я делал. А именно, я поместил 35 утверждений на отдельные карточки. Q-sort as a method is often used for quantitative research. Обычно этот Q-сорт как метод используется для количественных исследований. If you have 100 responses, you can apply quantitative methods to analyze them. Если у вас 100 ответов, вы можете количественные методы применять для того, чтобы их проанализировать. This was a case study with just 3 participants. Это было кейс-исследование, участников было всего 2. So my purpose was to get them to reflect on their values as head teachers. Я хотел, чтобы они, как директора, подумали, призадумались о своих ценностях. So they did the sort. И, соответственно, они заполнили этот сорт. A reminder of my 3 participants. Напоминаю о 3 моих участниках. Okay, so I want to speak now about my findings initially, and then I'll get you to look at all of the statements. Теперь давайте расскажу, что у меня получилось, а потом я вас приглашу посмотреть на все утверждения. This is what they had in common. Is it better if you just go? Is that okay? Yeah. Would you like me to read this? Well, otherwise I read them and then you read them. You can So take some time. Сэкономим немножко времени и посмотрим, что нам здесь говорится. 3 директора. Первое. Свои профессиональные ценности видят как постоянные, неизменные, и они оказывают существенное влияние на принятие решений каждый день. Следующее. Они думают, задумываются о том, насколько их ценности разделяют их сотрудники. Третье. Политику в области образования они рассматривают как политику, которая определяет их работу, но не подчиняет их работу себе. Следующее. Они считают, что именно их ответственность в том, чтобы объяснить политику их сотрудникам, и в том, чтобы защитить и сотрудников, и учащихся от нехорошего воздействия этой политики. Последнее. В большей степени на них влияет их личная предыстория, их прошлое как учителей и как руководителей, чем влияет на них национальная политика в области образования. Could I say now that if you wish to interrupt with questions, that is fine. Теперь, если у кого-то зародилось желание перебить, задать вопрос, пожалуйста. Если хочется задать вопрос сразу, пожалуйста. But they did not agree on every single issue, as you would expect. Но, как вы можете ожидать, у них не вышло никакого консенсуса по каждому конкретному вопросу. So, some examples of what they said to me. Примеры того, что я от них услышала. And I will read these. First of all, Afsal, remember the different participants? Афсаль, помните, да, как звали разных участников? They reflect on the move from being a teacher to being a principal, a head teacher.
Здесь они размышляют о разнице и роли директора по сравнению с ролью учителя. And the statements are about values. Говорят они здесь о ценностях. So Afzal, my set of values is my driving force. Итак, Афзаль нам говорит, моя система ценностей и является моей движущей силой. That's what brought me into teaching in the first place. Собственно, именно благодаря этой системе ценностей я и стал преподавать с самого начала. One of the statements was asking, are you the same person as a head teacher as you were as a teacher? Одно из утверждений звучало так. Вы как директор, та же самая личность, что вы как учитель, или нет? Martin said, I'm behaving in a way that has been consistent throughout my career. Мартин сказал, я веду себя одинаково в течение всего своего профессионального пути. Why change now? Зачем сейчас мне это менять? Heather, I talk a lot about values to my staff. Хедер говорит, я очень много о ценностях разговариваю со своими сотрудниками. I always have a values question for everyone I interview. И когда я провожу собеседование с соискателями, я всегда задаю вопрос касательно ценностей. Just to explain, I interview. Что значит провожу собеседование? I'm not sure whether it's the case throughout Russia, but in England, usually head teachers interview and appoint their staff. Я не знаю, как это устроено в России, везде ли одинаково, но в Англии обычно именно директора проводят сами собеседования и назначают своих учителей. So Martin also speaks about appointing staff. Мартин тоже говорит о назначении сотрудников. Because I asked the question, is it more important to share the school values or to be an effective teacher? Задаю вопрос, важнее ли, чтобы у всех действительно были общие ценности, или важнее быть эффективным учителем? Martin said, if they share the values, I can help them be a more effective teacher. Мартин говорит, если у них будут общие ценности, то я уже помогу им более эффективно преподавать. The other head teachers said, I want an effective teacher. I'm less worried about their values. Другие директора говорили, я в меньшей степени беспокоюсь об их ценностях, мне важнее, чтобы они эффективно преподавали. And you might think where you would be positioned on that question. Можете поразмышлять, куда попадете вы в этом ответе. Martin said, if they're... Oh, okay, what do you think? Да? Уже разобрались? Да. Я поменяла это в течение своей практики. Я долгое время была убеждена, что важнее быть эффективным учителем или специалистом, но сейчас для меня гораздо важнее ценности. Well, actually, this has changed throughout my career because when I started initially, I thought the most important thing was to be an effective teacher. Да. But now I'm confident it really is the system of values that comes first. И тема буллинга очень сильно повлияла на это. And in fact, bullying as a subject really had a huge impact on my changing mind. And with dealing with the issue of bullying, understanding how you have to understand how young people think, don't you, and not be too rigid, I guess. Is that part of it? Ну, собственно, наверное, дело в том, что когда заходит тема буллинга, то тут оказывается, что надо понимать, как и что другие думают, а не только как они преподают, да? Exactly. Yeah, thank you. I'm supposed to be talking, but I'd rather learn from you, really. Тут предполагается, что говорить должен я, но мне очень хочется наоборот от вас услышать, что вы думаете. So thank you very much. Спасибо, я скажу. Mm. Я 20 лет работала учителем английского языка в школах Советского Союза. Не руководитель... May I speak English or better А Russian? я переведу. Well, Давайте. Better Russian. Нет, if everyone here understands English, I should be embarrassed, yeah. I have been working for 20 years as a teacher of English in different schools of the former Soviet Union, in Belarus, in Russia, in different parts of Russia. But I used to work as a teacher, and it was extremely important for me to have the same values with the teachers which I work.
Я 20 лет преподавала английский в самых разных частях России, в Беларуси. Для меня всегда было очень важно иметь одинаковые ценности с теми учителями, с которыми я работала вместе. Yeah, just thank you for raising. Поэтому спасибо, что это вопрос подняли. Спасибо. Значит, я, наверное, по-другому отвечу на этот вопрос. Я считаю, что если при грамотном руководстве и, будем так говорить, командной работе систему ценностей можно выработать, но если ты не такой предметник, то это уже никаким образом восполнить нельзя. Поэтому, конечно, я считаю, что в первую очередь учитель должен быть предметником, а директор работать с системой ценностей, как и вся команда. Well, I have a different take on it because I believe with a proper set of values and a proper kind of management or leadership in school, you can get the teaching right. But at the same time, if you are not a good and an effective teacher, it doesn't really come to matter whether or not the system of values is perfect or whatever. So in the first place, I believe the teachers have to be proficient in teaching the subjects they teach. And the headmaster should be taking care of the system of values and whether that should. Yeah. And it's a matter of making it become teamwork. Yes, yes. I don't need convincing either way. It's okay. Мне кажется, что если руководители доверяют педагоге, независимо какая у них система ценностей, вольно или невольно, все равно руководитель свою систему ценностей внедряет. Я не понимаю. I think if the teachers really trust the headmaster, I do believe it's just a matter of time because as long as they trust him, he will ultimately instill his system of values and it will be shared. Да. The other half of the question is about education policy as determined by, in this case, the administration of education in England. Вторая часть вопроса касалась уже образовательной политики, которая в данном случае определяется тем, как ведется управление образованием в Англии. And my three participants had different positions in relation to education policy. У моих трех участников были очень разные позиции касательно образовательной политики. Heather was not interested in politics at all. Хедер политика не интересовала вообще никак. Education might change, but what a good learner might look like or what we're here for doesn't change. Может меняться самообразование, говорит она, но то, что вы считаете, представляете из себя хороший учащийся и то, как видят учащиеся плохой, по сути не меняется. Afzal was in Afzal was in a difficult position because of his faith. Афзаль совершенно другой взгляд, определенной его верой. However, politics again did not interest him at all. Но опять же, политика его совершенно нисколько не интересует. All head teachers say this, of course, the child comes first. Конечно, все директора говорят, что первым делом ребенок. We are here to provide a service. Мы представляем услугу. And he went on, the political position doesn't inform what happens in the classroom. И далее Афзаль говорит, что политическая позиция никак не влияет и не подпитывает то, что происходит в классе. That's something that happens in the background. Это влияние происходит вовне, на заднем фоне. Martin had strong views on the political position. У Мартина были очень четкие взгляды касательно политической позиции. And indeed on politicians. Собственно, он резко думал о политиках. Martin's view was that politicians did not understand education. Мартин считает, что политики в настоящее время вообще не понимают образование. The politicians at the moment have misinformed ideas of education. Политики имеют совершенно ложное представление об образовании. They have outdated ideas. Потому что их представления совершенно несовременны, они устарели. The people who are helping them are ill-informed or lack experience. Их же советники и
помощники либо не обладают достаточным опытом, либо их самих плохо проинформировали. The whole policy bit frustrates me, he said. И политика вообще вызывает у меня только фрустрацию, говорит Мартин. What they have in common was a determination to mitigate the effects of policy for their students. Теперь, что общего у них у всех? Для них, для всех было важно смягчить воздействие политики на своих учащихся. Do you have any comments, observations on Комментарии, those? наблюдения. А вопрос можно задать? Can I ask a question? Пожалуйста. Каким образом назначаются, выбираются или еще какие-то процедуры директора школ Великобритании для того, чтобы вот понять, как происходит это? Just so that we have a bit of background, a better understanding, how do you go about electing or appointing head teachers in the UK or in England? Schools in England have a governing body. У школ Англии есть руководящие советы. Управляющий совет. Правильно, да, мы знакомы. We're aware of that. Okay. And the governing body, do you know what the membership of the governing body would be? А вы знаете, кто входит в такой управляющий совет? I think I do. Okay. So let's say a head teacher retires. Допустим, старый директор уходит. Then the head teacher's post is advertised and anyone can apply. Объявляется вакантное место директора, соискателем может быть кто угодно. Of course, to apply, they must meet the job specification. Естественно, в соответствии с определенными требованиями к данной должности. They must be qualified and experienced to be a head teacher. Человек должен иметь и соответствующую квалификацию, и соответствующий опыт, чтобы занять должность директора. But they could apply from anywhere. Но подать свою заявку может кто угодно и откуда угодно. So from within the school for promotion or from outside. Иными словами, и сотрудник этой же школы, и человек извне. The governing body would receive the applications Совет получает заявки and then shortlist and interview. выбирает некоторых из соискателей и приглашает их на собеседование. Is there any more I need to say? Вот, пожалуй, и все. Еще тогда можно один вопрос Well, по вниманию? that makes perfect sense, but just a point of clarification, if I may. Существует ли у директора школы некий договор, в котором прописано, что он является проводником государственной или какой-то образовательной политики? Есть ли такое? Поэтому вот от этого зависит вся система вопроса. In the head teacher's contract, or whatever paperwork they have to sign, does it say anything about the head teachers having to be the conductor, quote unquote, of the government views and policies in their school? No. No. However, No. schools are inspected and head teachers would know that they need to meet those requirements. Школы инспектируются, к ним предъявляются требования, и директора отвечают за выполнение этих требований и приведение школы в соответствии с ними. And when governors are making the decision about which person to appoint, Управляющие принимают решение, кого из кандидатов выбрать. they will be thinking about the values that they believe in also. При принятии этого решения, естественно, они тоже руководствуются некими ценностями и принципами. Taking my three examples, Heather was previously deputy head teacher in that school. Кстати, среди моих троих респондентов Хезер раньше была заместителем директора в своей же школе, которую теперь возглавляла. Martin also. То же самое и Мартин. Afsar came from another school in another part of the country.
А вот Авзаль раньше работал в совсем другой школе и в другом регионе страны. Okay. I had the heading values, then policy. My third heading is community. Итак, мы поговорили с вами немного про два краеугольных, так сказать, понятия: принципы, политика. Теперь третье – сообщество. The community served by Afzal's school is one of the more deprived areas in England. То сообщество, та местность, те люди, если угодно, на нужды которых трудится Авзаль, это, пожалуй, люди самые бедные и лишенные в стране. And Afzal had to deal with problems that go beyond getting good examination outcomes for children. Поэтому, естественно, Авзалю приходится повседневно сталкиваться с проблемами, которые идут далеко за пределы простых оценок и экзаменов. This is a complex case when it comes to thinking about values. И поэтому сложности он испытывает многообразные. Он живет не в черно-белом мире. Two separate issues here. Проблемы встречаются двух типов. Could you translate the first И сейчас мы переведем то, что написано в верхней части. Это цитата из этого Авзаля. Вы сегодня ребенка кормили завтраком, потом купали, одежду стирали, белье, носок у него не было. Нам важно, что вот ребенок пойдет домой, и он поел. И важно, что у него будет 2 часа на то, чтобы сделать уроки. Но это менее важно, чем то, что он сегодня сыт. So his school and his performance as head teacher are judged by outcomes. Понятное дело, работу Авзаля и его школы оценивают по учебным результатам. The school inspectorate would expect there to be a homework policy. Конечно, инспекция в области образования будет ожидать, что в этой школе задают уроки на дом. As head teacher, he might be saying to staff, you should be setting homework to children. Поэтому сам этот директор должен инструктировать своих педагогов. Вы должны задавать на дом. But clearly this child is not in a position to do 2 hours of homework every night. Понимая прекрасно в то же время, что конкретные дети никакие уроки делать не будут, они просто не будут. And my second point about Afzal, И второе, тоже про Авзаля. before I pause for further questions, А дальше я дам вам возможность снова задать вопросы, прокомментировать. Afzal is a devout Muslim. Дело в том, что Авзаль правоверный мусульманин. He has many families, he meets many families who are of the same faith. И семьи, с которыми он работает, имеет дело, это тоже люди глубоко верующие. But some of the practices that might be part of that faith are not shared by Afzal. Но в то же время некоторые обряды, ритуалы, традиции, которые являются частью веры этих людей, а сам Авзаль не разделяет. You mentioned behavior policy and bullying, for example. Вот вы, в частности, говорили о буллинге и вообще о том, как люди себя ведут. Different schools and different teachers and professionals have different views on how to deal with poor behavior. А ведь в разных школах, так сказать, к неправильному или плохому поведению относятся совсем по-разному. You must have these conversations frequently. Я полагаю, ничего нового для вас не сказала. В классе моего ребенка дети 9 национальностей, 3 религий.
Well, in my child's class, there are kids from 9 ethnic backgrounds and 3 different religions. I can relate to what you're saying. Okay. You may identify with this also, И perhaps. вы наверняка с тем же самым сталкиваетесь. In England, physical punishment of children is not allowed. Дело в том, что в Англии телесные наказания запрещены. That is normal for most countries. I Ну, believe. как и в большинстве других стран. However, У нас нет. Not in this country. it is allowed or not. Как? Разрешены телесные У нас наказания? Нет. У нас это не норма. Нет. У нас нет законодательной нормы такой. What I'm saying is that it's not captured in the legislation. Right. Пока. Понял? Not yet. Okay. Понял? But some parents have strong views about how poor behaviour should be dealt with. Дело в том, что многие родители придерживаются очень однозначных, жестких взглядов о том, что делать, если ребенок себя плохо ведет. And certainly there are some communities where physical punishment is practiced. И есть такие людские сообщества, где к телесному наказанию относятся вполне хорошо. So Afzal would be having the conversation with parents of his faith. А в зале приходится общаться с родителями, своими единоверцами, Who will say to him, you're one of us, you understand. и часто родители ему говорят: мы же единоверцы, ты же понимаешь, о чем я говорю. So he's in quite a complex position in relation to that community. Если сам он этих взглядов чему-либо не разделяет, он оказывается в очень сложном положении. Okay, do you want to go that one then? Давайте прочтем оставшуюся часть. Авзаль также упоминает о том, что у некоторых выходцев из Кашмира не хватает образования, что испытывается сильное воздействие кастовой системы среди сикхов. В некоторых семьях, с его слов, если ребенок плохо себя ведет, родители считают, что это вина овладевших им демонов, и что такое поведение следует исправлять с помощью изгнания бесов или битья, а не с помощью наставлений о правилах хорошего поведения в школе. То есть налицо явный вопрос столкновения принципов и верований, на которые существующая политика в области образования никакого воздействия не оказывает, а Авзаль сталкивается с этими явлениями повседневно. Thank you so much. This is not captured by policy. This is not understood by education policy. Конечно, в нормативах об образовании ничего об этом не говорится. I would like the next session to be helpful to you and for you to guide this, please. Мне бы очень хотелось, чтобы следующая часть нашей сегодняшней встречи была полезна вам. И поэтому хотел бы, чтобы вы взяли на себя руководство этой частью. I'm going to do this slightly differently because there is a small number of participants. Нас с вами немного, поэтому я чуть-чуть изменю свою обычную практику. I have no idea how well, if at all, you can read English. И заранее прошу прощения, я не знаю, кто из вас читает по-английски и насколько свободно вы это делаете. I have brought the 35 statements. Вот у меня с собой эти 35 утверждений. And I will give you a copy of them. Каждый из вас сейчас получит экземпляр. And rather than, I will not go through number 1 to number 35. И дальше я не собираюсь проходить по всему списку по порядку. What I would like to do for about 15 minutes Я хочу дать вам порядка 15 минут, is to give them to you and we will have a conversation about them. чтобы вы познакомились с этими утверждениями,
а потом давайте их обсудим. Елена is nodding, so I think it might be a good idea. Я вижу, Елена, похоже, кивает в знак согласия. So I can help. I can help with it. And then colleagues can help if you Yeah, we wish. can help. What I would like you to do is to look at the statements and think personally on those items. О чем я попросила вас? Прочитайте, пожалуйста, если нужна помощь переводчика, конечно, что здесь написано, и подумайте, что вы сами ответили из этих утверждений. How about to speed up things? We read those statements to us out loud, and then we write down our answers. Or show of hands. Или можно просто руки поднимать, если хотите. If we agree or disagree. Agree or disagree? И, допустим, согласен, не согласен. А там есть разные. I thought we were supposed to identify the degree of our Well, yes. I made my participants identify the degree, as you saw. Но действительно, в нашем настоящем исследовании я просил уточнить степень согласия или несогласия. I will be guided by you. What will be the best activity that will enable us to do? Я оставлю это на ваше усмотрение. Что вы считаете лучше? Просто да или нет? Или определяем степень согласия или несогласия? При первом чтении, когда первый раз читаю, у меня возникло все равно 3 утверждения. Согласен, не согласен и сомневаюсь, что это говорить. Хотя здесь такого ответа нет. At first glance, some of the statements weren't kind of an answer in the middle, like I'm hesitant, I'm not So sure, that's number 3. I'm neutral. Okay. То есть вы где-то выбрали третий пункт, да? Do you- Не то, не сё, не уверен, затрудняюсь ответить. Да. Okay. So, do we want to go through people right to number? Хорошо, то есть вы предлагаете идти по порядку и просто проставляете цифру из этого списка на экране. And then we'll ask for your number 1 and number 5. Your number 1s and number 5s. Yeah. Хорошо, а потом сделаем общий опрос. Кто ответил 1, а кто 3 и так далее. Let's do that. Хорошо, давайте Правильно. You don't have to say it more. тогда Okay. будем читать утверждение. Thank you. This is very easy for me. Замечательно, вы сильно But we have 20 упростили minutes. задачу. We have 20 minutes only. No, we're going to go through it, I think. Yeah, but we have 20 minutes. Yeah, we have to do it. So, To go. Fine. quick answer to it, yeah. И, господа, я прошу не тянуть время, потому что мы Да. заканчиваем через 20 минут. Да. Right on number from 1 to 5, yeah, okay, good. Алена, вы читаете, а мы говорим. Итак, первое. У меня есть политические взгляды, и на их основе формируются мои взгляды на образование. Как это переводить? Можно ответить. Согласен? Не согласен? Нет, не надо говорить. Это категорически очень. Затрудняюсь ответить. Вот. Номер 2. Мне часто приходится как директору принимать решения, которые идут вразрез с моими личными убеждениями. А можно 5 вариантов выбирать или 3? Only to pick out of the 5 answers, or just 3? 3. Agree, disagree, or neither. Put 1, 2, 3, 4, 5. Из 5 и проставляете просто циферку, порядковый номер ответа на доске. Only use 1 or 5 if you feel very strongly. Единственное, крайние ответы. Первый – категорически согласен. И пятый – категорически не согласен. Не чиститесь с ними. Если действительно для вас вопрос принципиальный, ставьте 1 или 5. Готовы? Номер 3. Пожалуй, я больше осознаю политические
последствия принимаемых руководством решений, чем другие члены администрации моей школы. Thinking about the time. We will start with 1:30. If we're short of time, we can stop at 2:20 or something. Я больше осознаю политические последствия принимаемых решений, чем члены нашего управляющего совета. Пять. Основную канву нравственных убеждений для наших сотрудников определяю я. Шесть. Мои личные принципы в области образования изменились с тех пор, как я стал директором. Can I suggest that we do 15 only, because it will be more interesting to hear people's responses. Давайте ограничим наше упражнение 15 утверждениями, чтобы осталось время на обсуждение. Хорошо? Тогда номер 7. Я всегда спрашиваю мнение тех, кто заинтересован в жизни школы, по всем вопросам, важным для школы. Взгляды и убеждения сотрудников школы находят свое выражение в видах деятельности, которые проводятся в классе. Номер 9. При наборе сотрудников и их переподготовке мы руководствуемся внутренней этикой и принципами школы. Сотрудники школы принимают участие в работе школы с высоким чувством гражданской ответственности. Сотрудники школы, это номер 10, принимают участие в работе школы с высоким чувством гражданской ответственности. Сотрудники школы работают в школе, исходя из принципа недискриминации. Никакого признака. Мои собственные взгляды и принципы полностью совпадают со взглядами и принципами наших управляющих. Мне удается прагматически, трезво реагировать на существующую политику в области образования и приспосабливать ее на благо наших учащихся. Свои собственные принципы и воззрения я подогнал под необходимые для эффективной работы нашей школы.
15. Директора школ обязаны во всеуслышание критиковать политику в области образования в случае, если они с ней не согласны. I hope this gives you an idea of the sort of difficult decisions that my participants have to make. Ну что ж, я надеюсь, что это вам по-своему создает представление о том, насколько сложные решения должны были принять мои участники. Although you have had to do this quickly, you would have had difficult decisions yourselves. Вам пришлось поэтому пробежаться очень быстро, но сложные решения будут и у вас. So you can imagine how long it took my 3 head teachers to complete that exercise. Поэтому можете себе представить, сколько времени ушло у моих 3 директоров на то, чтобы доделать это упражнение. When out of 35 statements, they were only allowed 2 that they most strongly agreed with. При том, что из 35 утверждений они могли выбрать только 2, где они не согласны категорически. And 2 that they most strongly disagreed with. И 2, с которыми они полностью согласны. We have about 10 minutes left. У нас с вами осталось минут 10. And 2 things that you might do here. Предлагаю 2 вещи. Tell the group which ones you most strongly agreed and disagreed with. Расскажите, с какими утверждениями вы категорически не согласны или полностью согласны. And of course comment and ask questions И, about the пожалуйста, exercise. комментарии, вопросы по упражнению. Только одно. Утверждение 15, с которым я категорически не согласна. My statement 15. 15. I strongly disagree here. Head teachers must publicly challenge policy if they disagree with it. О том, что если директора не согласны с политикой, то они ее должны открыто оспаривать. Я категорически не согласна. I strongly disagree with the statement. In England, it's very difficult to do that. В Англии вот это очень сложно сделать. And I guess it is in Russia also. Думаю, и здесь непросто. Российские учителя, Директора, директор. никто категорически, директор категорически об этом не будет говорить. The Russian headmasters will never strongly pronounce this or articulate their views. Это касается тех вопросов, которые я задавала, потому что в России он нанятый на работу работник, который выполняет политику образовательную. Это ключевое. And this is about the questions I raised. Yes, Because it's in good. Russia, Yeah. the teacher is a hired employee Yeah. who is Fine. serving this function, that is, he's delivering the education policy. Yes, yes. You would be directly challenging those who appointed you. То есть, когда вы напрямую оспариваете, спорите с теми, кто вас назначил. Да. Yeah, Exactly. Вас yeah. просто не будет. I mean, you simply wouldn't be there any longer. You'll be fired. Это не везде, да? Не все директора, некоторые позволяют себе, которые более чувствуют себя самостоятельно, This is not always the case, and not everywhere is this the case. Some ну, таких уж немало. headmasters, although there are really very few of them, those who feel more independent, can dare do this. Here or In Russia. in Russia? В России. Yes. Yes. In Moscow there might be 3 or 4 Нет, это head касается, teachers. это касается только очень мелких частных вопросов. Если говорить о политике, ни один директор, ни одной школы этого делать не будет. But this independence again can only extend if it does to some. Если мелкие вопросы, они еще лучше, а если Если директор менее полномочий, требования это будет высоко. Давайте решим перед кем критиковать, коллеги. Не критиковать перед политикой или критиковать какое решение или как Is this a question about our opinion, what we personally think, or about what we all говорить с точки зрения образования.
With this activity, налоги, it was how you содержание, но personally не think. политики Вы рассказываете, государства. это вопрос о том, что Это другое. И я считаю, что политика образования – это стратегии, которые принимаются, ключевые направления, которые поставлены как задачи. И наша беда, Yes. мы никак боимся, что мы зависим от системы, это наша And беда, the это наша issue, the проблема. huge misfortune in this country is that we think we're very dependent on the school system, we're afraid of the system, and we cannot really Okay. But the difficulty with this statement is that phrase publicly challenge, isn't it? Потом, наверное, смотрите, сейчас такой один аспект. Вот можно, например, согласиться с коллегой в том случае, когда идет, например, вот есть политика, которая представлена для обсуждения. Например, вводятся новые ГОС, но мы их не приняли, мы их обсуждаем, когда да. Это именно обсуждение. А когда принято, этого не будет никогда. Когда директор сказал прямо, говорит, что мы скажем, что тогда мы не можем работать на ГОС и на... Это, знаете, у нас такие условия работы сейчас в России, что в системе, что мы не можем работать нормально, они противоречат ГОСу, противоречат задачам. Она обсуждалась, у него было время высказаться в этот период. Could I ask a question? Could I ask a question related? Could I ask a question Could I ask a question related to this? If you are the principal of a successful school where the outcomes are good, are you more likely to be listened to, not publicly challenged, but listened to by administrators? Если вы директор успешной школы с многолетними очень хорошими результатами, больше ли шансов того, что к вам прислушаются? Я не говорю здесь о открытом оспаривании каких-то позиций администрации в образовании, да, управляющих образованием, а в целом больше ли вероятности, что к вам прислушаются? Если есть система аргументов, это не голословно. Yes, as long as your arguments are well grounded. Yes. There is a statement about that, and I'm just looking to see where it is. 12-й вопрос там по поводу моих взглядов и взглядов управления. It's number 12. 21. Нет, 21. If you could look at number 21, please. 21. Здесь написано: голос директоров серьезно слышат те, кто вершат политику. Нет. You'd say no. No. На основах, значит, неоднозначный ответ. Когда идут вопросы обсуждения и формирования некоторых направлений. No, it's not. When it's about things that can be discussed, or when it's about certain dimensions of work that are shaping up. Yeah. А сейчас в основном по всем направлениям, даже когда приняты, например, наши национальные проекты, как внутри ответить на вопрос, как это делается, это обсуждается. Maybe currently even now that the national projects are passed in new directions, when the issue is how to get this done, it is discussed with the community. И при определенной системе аргументов, например, те же ВГОСы могут отправлены быть на доработку, And should your arguments be well grounded, the same public standards for education, for instance, can be referred back for revision and amendments. And what I've learnt in this conference is the difference between national, federal, regional policies and how they interplay. Is that Но right? здесь на этой конференции я для себя узнала, что есть различия между федеральной и региональной политикой и взаимодействием. So you may be in a region, and I believe Yamal is a region where education and educationalists are more listened to, perhaps? Может, есть здесь, как мне кажется, регионы, где к представителям образования больше прислушиваются и у них больше голоса. And I was surprised by those figures that were shown earlier, showing the difference in budget between different regions. И меня очень удивили различия в бюджете между разными регионами. Yeah. And we certainly in England, head teachers will complain about differences in budget, that they are a much smaller scale, those И в differences. Англии, конечно, директора будут жаловаться о бюджете, но эти жалобы, конечно, гораздо менее масштабны, чем здесь. Now, we've almost used our 10 minutes on one statement. Does anyone want to pick another У one? нас почти истекли наши 10 минут, осталось место только время для одного утверждения. Кто-нибудь хочет?
something you strongly agree with or Любовь, с disagree чем вы with? очень согласны или категорически не согласны? Все мы 13 месяцев. Мы, безусловно, спрашиваем мнение. 13. 13. We by all means do request for opinions. И, конечно, трезво реагируем и приспосабливаемся. And of course, we respond to whatever opinion we hear and we adjust to it. We take a very sober view of things. And this follows on from what was just said, I think. This isn't, I disagree with the policy, I will publicly challenge it. It is, I'm not happy with the policy, but my responsibility is to my students, and I can help them through this and make it manageable for them. Но здесь вопрос не в том, что политика мне не нравится, я буду биться на рапирах. Политика в том, что я с ней сильно не согласен, но я отвечаю перед моими родителями и моими учениками, соответственно, сделаю все, что в моих силах, для того, чтобы ее последствия для них смягчить. So, as a school, we have to do this. Как школа, это именно то, что мы обязаны делать. But my values will enable me to make it manageable for my community. Но and my мои ценности students. таковы, что я смогу в рамках моих ценностей сделать это съедобным для моего сообщества родителей и детей. And that came across strongly for my participants also. И вот это очень сильно звучало в ответах моих участников. They are not worried by the same things as you. Их волнуют вещи совершенно другие, чем волнуют вас. They are worried by inspection. They are, но they are not. They are worried by Их it. волнует контроль и инспекция. That is the strongest worry for head teachers in England, the inspection regime. И инспекции, и режимы проверок – это самое большое беспокойство в Англии для директоров. The same here. The same here. If they challenge policy, they will fail the inspection, they fear. Если они оспаривают политику, то инспекцию им не пройти. Так они боятся. Yes. Just the same. This is already a later session today, 7:15 rather than 7. I really don't want to overrun. So I am going to stop there. Thank you very much for your engagement in the discussion. If you want a copy that you haven't written on, there are some more there. Please feel free to take them. Большое спасибо. Не хочу вас задерживать позже, потому что и так уже это заканчивается позже. Если вам нужны копии, пожалуйста, есть здесь, и могу распечатать еще. It's been very good to meet you all, and thank you for your involvement. Спасибо большое. Очень был рад с вами всеми познакомиться и работать.